Почему ты называешь себя журналистом и вдуваешь какое-то однобокое мнение? Не рассказал ни об одном провалившемся стартапере. Даже не собираются возвращать деньги инвесторам. Вообще все не так. Наркотики, извращения, живут там как бомжи. People have it. Юра зарабатывает. Тюрьма одного мнения. Что движет Дудем? Или, может быть, кто-то им движет. Я инсайдер. Я знаю, из чего состоит большой бизнес. Юра, ты не прав. Сегодня будет другой выпуск «Мысли миллиардера». Вопросы буду задавать себе я сам, а еще буду вам задавать вопросы. А вдохновил меня на этот выпуск известный журналист и очень талантливый блогер Юрий Дудь. Не могу сказать, что я пристально слежу за Юрой, но в последнее время произошло событие, из-за которого я тоже посмотрел, черт побери, этот фильм. А событие вот какое. Огромное количество людей, фанатов Юрия Дудя, рукоплескающих ему за объективность, вдруг возмутились его фильмом о Кремниевой долине. Оказалось, нашлось очень много людей, которые живут или работают в Кремниевой долине, которые говорят, да вообще все не так, как Юра показал в своем фильме, вообще все не так. На Фейсбуке еще просто война какая-то творится, просто люди обсуждают и говорят, что за херню он там вообще выкатил. В общем, давайте не будем сейчас подпадать под влияние всех этих высказываний, а обо всем подробно разберемся. Поехали. Рыба рыбаков. Фильм называется «Как устроена IT-столица мира». В ней за 3 часа показано несколько героев, которые действительно неплохо устроились в долине. У них дома неплохие, у них, видимо, все неплохо по жизни. А вот какие зарплаты у айтишников, Юра вообще не разобрался. Он не разобрался с налогами, он не задал свои традиционные вопросы про секс, он про наркотики ничего не спросил. Он не интересовался тем, почему 19 из 20 стартаперов даже не собираются возвращать деньги инвесторам. Вы знаете, да, 95% стартапов, которые в долине начинаются, они все банкроты или уже, или чуть-чуть позже. Есть даже такая форма изощренного стартаперства. Это когда ты основал стартап, получил транш, освоил транш, второй тебе, например, не дали, ты банкротируешь, открываешь новую фирму. Такой стартаперский туризм. Чтобы пожить. Юру не интересовало, что все, кто инвестирует, давайте так, кто инвестирует в эти все стартапы, они зарабатывают меньше, чем те, кто работает просто на фондовом рынке. Да он, в общем-то, ни с чем не разобрался. Может, он не собирался, может, произошла какая-то ошибка, может, это его была осознанная позиция, выбор и так далее. Не знаю. Обо всем этом сегодня мы поговорим. Но больше всего я сейчас хотел обратить внимание вот на что. Сан-Франциско — это очень интересный регион, там по дорогам буквально вот такие фургончики на колесах, знаете, американская мечта, домик на колесиках, да? Так вот в этих домиках очень часто живут те самые стартаперы. Да, они приезжают в Америку в поисках лучшей доли и живут там в этих самых фургончиках, как бомжи. Да. О них тоже Юра не рассказал, потому что ему сказали те, кого он спрашивал, что есть районы в долине бедные, куда лучше не соваться. Юра и не совался туда. Юра же молодец. Да. В Ист-Пало-Альто нет IT, там очень криминально, у них, соответственно, нет денег ни на полицию, ни на медицину. Даже американцы говорят, чувак, обойди это страной, никогда. Главное, на что нужно сейчас обратить внимание, это цифры. Юра дает нам огромные цифры, от которых у русского человека аж дух захватывает. Но они большие только для нас. 50-60 тысяч долларов в год в долине – это сумма, на которой можно жить вчетвером в съемной квартире и покупать себе еду. Все. А к врачам уже ездить в Россию придется. Что большинство этих айтишников и делают. Но почему-то не рассказывали об этом Дудю. Кстати, эти комнатушки Юра показывал в своем фильме «Русский Голливуд», а здесь почему-то не показывал. Такова реальность. И вот еще этот эпизод меня очень просто порадовал.
Юрий кто-то сказал правду, что Тесла мыльный пузырь. И он спросил одного из героев своего фильма. Тесла — это не пузырь? Слушай, у Теслы есть продукт, у нее есть пользователи, у нее есть армия фанатов, у нее есть сотни тысяч проданных автомобилей. Юра такой говорит, ну да. Он и с этим не разобрался. На самом деле мыльный пузырь запросто может выпускать машины, а потом вдруг и лопнуть. Можно только догадываться, почему Юра не рассказал ни об одном провалившемся стартапере. Почему Юра не рассказал о наркотиках. Почему Юра не рассказал об однополых отношениях. Почему педофилия была не затронута в этом выпуске. Дело в том, что так называемые платежные системы, к одной из которых я имею отношение, они очень четко показывают, за что платят люди, живущие в долине. Там же все видно. Долина устроена точно таким же образом, как и любой город на земле. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Ну и немножко, так сказать, пафоса и такого благонравия. Да? Но, посмотрев на платежные ведомости, можно сразу видеть, что преобладает. Так вот, вы удивитесь, в долине пропорция неблагонравных вещей сильно больше, чем, например, в той же самой Москве. Почему? Я инсайдер, я кое-что знаю в инвестициях, я кое-что знаю, из чего состоит большой бизнес, как это все, как стресс влияет на людей. Я вам так скажу, для того, чтобы снимать стресс, нужно сильно заплатить за разные увеселительные элементы, которые не всегда вписываются в режим благонравия. Мой товарищ Андрей Андреев как-то в сердцах признался, что он никогда не мог подумать, предположить, какие мы, каждый из нас на самом деле. А дело в том, что он является основателем сервиса знакомств. Знаете, Tinder, Badoo и так далее. И он видит все эти транзакции. Он видит, сколько денег люди тратят на знакомство. За деньги. Он это все видит. Знаете, и он говорит такую интересную вещь, говорит, пока ты читаешь поэзию, литературу, слушаешь какие-то истории, ты о чем-то другом думаешь. Но когда ты видишь транзакции, секс, наркотики, рок-н-ролл, знакомства, извращение и так далее, ты понимаешь, из чего состоит человечество. Вот это вся неправда и возмущает тех, кто знает, как все устроено на самом деле. Например, даже Дуров возмутился и озвучил целых 7 причин, по которым переезжать в США не стоит. Вот, например, некоторые из них. Высокие налоги, из-за которых успешные жители Калифорнии отдают более половины своих денег государству. Дорогая разработка. Именно поэтому иммигранты часто предпочитают работать со специалистами из Восточной Европы. Слабые перспективы рынка? Вау! Дуров отмечает, что именно поэтому в последнее время крупные проекты вроде ТикТока появляются за пределами долины. Оказывается, он знает каждого из этих ребят, показанных в сюжете у Дудя. Вот что пишет Паша. От всех знакомых предпринимателей из сюжета я не раз слышал о минусах жизни в США. Сейчас один из них половину времени проводит на родине. Другой фактически несколько месяцев как вернулся в Европу. А третий разочаровался в американцах и строит вокруг себя маленькую Россию. Рыба рыбаков. Но это же не первый фильм Дудя. Был же там про Беслан фильм или там про Колыму. Почему именно этот фильм вызвал такой резонанс и ажиотаж? Дело в том, что на мой взгляд, именно в этом фильме очень хорошо видно, насколько однобокую позицию транслирует Дудь. Насколько необъективную картину, насколько однобокую задувает Дудь. То есть такое ощущение, что он хочет конкретно нам вдуть. Кстати, может, его канал так и называется «Дудь», потому что он нам хочет дуть. Не знаю. Его совершенно не интересует, какие еще бывают мнения и какие еще бывают позиции. Его интересует только доказательства его мнения. И он ищет этому красноречивые доказательства и показывает в своем фильме. Теория Дудя очень простая. Здесь хорошо, а здесь плохо. Вот эти плохие, вот эти хорошие. Вот у этих не получается, а вот эти молодцы. То есть такое простое противопоставление.
А официальная, например, пропаганда в России говорит, что здесь духовность или скрепы, а там, значит, геи, лесбиянки и педерасты, и поэтому там плохо. То есть наоборот, противофаза. Моя позиция, я не поддерживаю ни то, ни другое. Дело в том, что устройство мира гораздо сложнее, чем устройство, например, головы Юрия Дудя. Дело в том, что так человек устроен. Он никогда не довольствуется одним мнением, он всегда ищет другое. И так получается, что телек засрал всем мозги, и аудитория, которая искала другое мнение, пришла на YouTube. Но дальше получилась драма. Winner takes all. Знаете, такая поговорка по-английски. Это означает победитель забирает все. То есть некоторые люди, став особо популярными на YouTube, стали мейкерами, то есть дуэрами или креаторами основных мейнстримных мнений. Одним из самых талантливых, подчеркиваю, самых талантливых во всей истории России является, безусловно, Юрий Дудь. 7 миллионов подписчиков на YouTube, 16 миллионов просмотров одного фильма. Слушайте, столько людей не посмотрели ни один фильм, который был, художественный фильм, выпущен в России, а этот посмотрели. Поэтому смотрите, что получается. В поисках разнообразия протестная аудитория пошла на YouTube, долго-долго искала, и вся собралась на канале Юрия Дудя. Ну, может, не вся, но очень много. И потом однажды первый раз заметили, что на YouTube тоже существует пропаганда. Так вот, когда люди первый раз замечают это, те, кто разрешает себе это заметить и заявить, это именно они возмутились. Именно они сейчас в фейсбуках, на ютубе и так далее гигантское количество постов делают, снимают видео и так далее, ругаются, злятся. Молодцы. Не только же Юрию Дудю быть молодцом. Ну что такое журналистика? Ну, журналистика — это несколько мнений, причем разных. Почему Юрий Дудь аргументирует свою позицию, предлагая нам мнение нескольких неплохо устроившихся стартаперов? Где мнение провалившихся стартаперов? Где мнение, ну, например, инвесторов? Нету. Что у него за 3 часа не нашлось такой возможности? На самом деле на Ютубе не так много примеров качественной журналистики. На ум сразу приходит, ну, например, Пивоваров. Кстати, вот мне очень нравится. Ну, казалось бы, каждый имеет право транслировать свою точку зрения. Ну, это справедливо и так далее. Но если ты называешь себя журналистом, ты же называешь, почему ты людям говоришь неправду? Почему ты называешь себя журналистом и вдуваешь какое-то однобокое мнение? Ну, скажи правду. Я блогер. Говорю, что думаю, что хочу, и точка. Один мудрец как-то говорил, что Вселенная смотрит на мир глазами каждого из нас. А теперь представь на секундочку, что твои глаза заменены взглядом Дудя. Представил? Вот представьте себе, что вы начали изучать историю сталинских репрессий, например, по фильму «Колыма». Тоже фильм Юрия Дудя. Ну, краткое содержание этого фильма таково, что когда-то люди так сильно испугались, и вот теперь они продолжают бояться. И вот. Представляете, что вы изучаете историю через такой фильм? Представляете, что с вами будет по жизни? Вы будете всю жизнь напуганы. И я подумал, а что я знаю про сталинские репрессии? И откуда я знаю? И где я учился? И я сразу вспомнил «Архипелаг ГУЛАГ» Солженицына, который попал в мои руки. И еще много книг, которые я читал про это. И я понял так, что ни одна книга, ни «Архипелаг ГУЛАГ», ни это дудевская, значит, вот это «Колыма», конечно же, не станут единственным источником, из которого я возьму вот эту вот сложную картину своего миропонимания. И, конечно же, я, Игорь Рыбаков, никогда не возьму чье-то миропонимание и не буду его использовать. Ибо мой взгляд есть мой взгляд. Ну, вы понимаете.
В общем, короче, смотри, если ты хочешь снизить свои энергозатраты на обдумывание, на анализ разносторонних и противоречивых источников информации и так далее, окей, замени это все на мнение, которое дает тебе Дудь. И тогда Дудь будет вдуть. Рыба рыбаков. Ну и вот мы подобрались к самому интересному, пожалуй. И, как я уже говорил, то, куда люди тратят деньги, гораздо более красноречиво показывает про людей и рассказывает, какие они на самом деле. Есть еще одно, что очень красноречиво показывает, как люди зарабатывают деньги и на чем. Давайте посмотрим, на чем и сколько зарабатывает Юрий Дудь. Мы разобрались, что на Ютубе собралась протестная аудитория, которую не устраивает официальная пропаганда там, с первого канала, со второго и так далее, и они ищут что-то другое. Юра Дудь это отлично понимает. И он создает это другое. Причем создает очень успешно. Он очень тонко чувствует, что продается. Его показатели красноречиво показывают, что он понимает, что продается. Но именно в этот момент каждый из нас обязан вспомнить, что пока мы смотрим то, что производит для нас Юрий Дудь зарабатывает. People have it. Юра зарабатывает. Я без преувеличения могу сказать, что Юра очень большой молодец. Он очень талантливый блогер, журналист, деятель. Давайте коротко скажу. Бизнесмен. Он точно знает, как заработать на протестной аудитории. И он делом показывает, как это работает. Его 700 тысяч лайков на фильме про IT-столицу мира убедительно доказывают, что он лучший в своем деле. Forbes признал его одним из самых высокооплачиваемых в России. 90 миллионов рублей заработал он в прошлом году. Но на старуху-то тоже бывает проруха. И на этот раз просто Юра ошибся. Он перегнул. Его односторонняя позиция, которую он 3 часа доказывал, это такое вдувательство было, что даже его истинные поклонники, ярые, они возмутились. Юра, ты не прав. Даже если ты назвал свой канал «Юра будет вдуть», и долгое время твои поклонники почему-то игнорировали этот месседж, который ты прямым текстом написал, но теперь-то для всех очевидно, что все, что ты вдуваешь, это просто твоя позиция, и более того, ты просто зарабатываешь на нас. Когда вы в следующий раз будете смотреть Юрия Дудя, значит, просто вспомните, что он на вас зарабатывает. Каждую секунду, пока вы смотрите. Не удивляйтесь, что выпуск про Кремниевую долину 3 часа идет. Каждая секунда принесет Юрию Дудю деньги. И пока вы обсуждаете, какой Путин плохой или какого там цвета трусы у какого-то очередного героя Юрия Дудя, Юрий Дудь зарабатывает, а вы просто смотрите. Вы должны понимать, что я не против заработка денег. Более того, мне очень нравится, когда люди зарабатывают деньги. Но в этот раз произошел сбой. Юра был нечестен со своей аудиторией, и аудитория его заметила. На старуху бывает проруха, ничего страшного, я надеюсь и уверен, что Юра исправится. Будем наблюдать дальше вместе. Рыба рыбаков. Казалось бы, все точки над «и» расставлены. Но мы разобрались про журналиста Дудя, про объективность этого фильма, про заработок на протестной аудитории. Ну, мы про все, в общем-то, разобрались. Вот. И могли бы и разойтись уже, казалось бы, но нет. Один вопрос есть, который меня очень волнует и не отпускает. Все-таки, когда Юрий Дудь вдувает по-чемпионски, он это делает осознанно или это ему вдувают? А если вдувают, то кто ему вдувает? Те, кого он спрашивает? Или, может быть, есть еще кто-то? Итак, какие у нас версии? Первая – осознанная позиция инфобизнесмена. Схватил Бога за бороду, научился делать продукт, который очень сильно любит протестная аудитория, увеличивает объем бизнеса на этой протестной аудитории. Отличная версия. Есть неосознанная версия.
Дело в том, что мозг так устроен, что если мы когда-то себе что-то придумали, или у нас есть какие-то представления о себе, о мире и так далее, то мы во всем ищем доказательства этого. Вот во всем. Поэтому Юра действительно так думает, как показывает в своих видео, да, и вот ищет доказательства, ищет героев, которые бы наглядно показали, что так есть. Это версия неосознанного следования и очень красивая. Версия третья, ему вдули. Ну, например, он позвал героев, искренне пытался, разобраться в ситуации, те смогли нарисовать ему картинку, как им было выгодно, вдули, короче. Да, и четвертый вариант, просто плохо подготовился. Помните, когда в интервью с Киселевым Юра был, явно не готов к разговору с главным пропагандистом страны? Представьте себе, всегда готовился и был всегда очень хорошо готов, а тут вот не подготовился. Совпадение? Не думаю. Ну а сейчас оставим конспирологию. На самом деле совершенно не важно, что движет Дудем. Или, может быть, кто-то им движет. Важно другое. Важно другое, с кем и с чем ты связан. Какое количество разнообразных источников информации у тебя, именно разнообразных. Как ты можешь обновляться, как ты можешь менять неработающие стратегии, можешь ли ты признавать ошибки. Ведь самое страшное — это тюрьма головы, тюрьма одного мнения, тюрьма, охрана того мнения, которое в тебя поселили, или, может быть, ты сам его охраняешь, и ты не можешь его сменить на более выгодное мнение. Ты не можешь настроить свои представления, свои приемы, привычки и практики сделать такими, чтобы тебе нравилось то, что с тобой происходит. Расскажу вам одну историю. Однажды мой сосед говорит: ты знаешь, я слушал Моцарта, такая ерунда. Я говорю: а ты сам слушал? Он говорит: да нет, сосед напел. Поэтому смотрите, знакомьтесь с разными мнениями из разных источников. Разнообразие реально рулит. Многообразие содержит всю картину мира. Однообразие или один источник, дает информацию всегда в каком-то свете, под каким-то там углом и так далее. Поэтому умейте обновляться, умейте создавать вокруг себя систему принятия актуальных решений. Это присоединенность к различным источникам. Смотрите видео, читайте книги. Не воспринимайте мир как белое, черное, плохое и хорошее. Мир очень разнообразен, и он разноцветный. Наполняйте свою жизнь цветами жизни. Сами станете процветающим и благоухающим. И если ты до сих пор на канале и сейчас смотришь это видео, то ты с большой вероятностью такой. И, конечно же, у тебя все получится. Я желаю тебе удачи. Ну и, конечно же, мой руки не болей.